Глава 596. Леон Удача. После того, как был основан город чудес, он не завоевывал никаких городов, не расширялся в любом направлении и не вторгался ни в кого. Не имея ни капли крови на своем оружии, всего за год они захватили весь гигантский лес хаоса. Это нужно было сказать. Это было настоящее чудо. У города чудес не было сил, чтобы завоевывать какую-либо область, но у них было более миллиона войск, чтобы контролировать. Были ли это эльфы или русалки, когда они привыкли к различным продуктам чудо-города, привыкли к телепортации и привыкли к космическим складам, это стало неотъемлемой частью их жизни, и это больше не могло быть разделено. Особенно с учреждением Эльфийского банка. Они все использовали умный мозг города чудес, чтобы управлять ими, и склады, хранящие исходные камни и сокровища, все использовали технологию города чудес. Если город чуда будет потерян, они потеряют много влияния. Этот, казалось бы, незыблемый закон все глубже и глубже укоренялся. В будущем, если бы было место политическим изменениям или если бы была смена поколения, это не было бы связано с городом чуда. Если бы они захотели воспользоваться банком или транспортной системой, они не смогли бы отделиться от города чуда. Город всегда собирал большие суммы, богатства и ресурсы различных областей вместе. Конечно, такое сотрудничество было выгодно обеим сторонам. Но и только двустороннее взаимовыгодное сотрудничество могло длиться долго. Эти города и страны станут богаче и сильнее благодаря чудо-городу. Когда город Западного моря официально присоединился к Лесному альянсу, его 18 атакованных островов и прибрежные и подводные города также присоединились к Лесному альянсу. Чутянь никогда не оглядывался назад. В лесу хаоса больше не было сил, которые могли бы угрожать Лесному союзу, но что касается тех империй на континенте, Чутянь не слишком беспокоился о них. Эти державы обладали военной мощью и поддержкой, которые намного превосходили Лесной альянс на данный момент, но эти высокие империи были далеко. Даже если Чутянь насмехался над ними, не слыша, что эти империи могли сделать с Чутянем. Чутянь хотел взять роскошную яхту и поиграть на море с кораблем, полным красавиц. Они отправились из прекрасного Кристального залива в дальние морские районы. Они прошли через множество больших островов с примыкающими к ним городу Западного моря и через множество подводных городов. Каждый город был наполнен стилем чужой расы. Это были места, которые нигде нельзя было увидеть на континенте, в лесу или в любом другом месте. Пока Чутянь путешествовал с красавицами, город Западного моря стал оживленным, и вскоре в городе была построена транспортная башня. Город чуда послал большое количество ремесленников и ученых, чтобы построить различные другие объекты для города Западного моря. Через несколько дней сотовый телефон широко использовался в Вест-Сити. Коммуникационные технологии чудо-компании базировались на магнитных звуковых и магнитно-графических башнях. За последние 2 года они несколько раз улучшались, причем сигнал усиливался, а дальность действия увеличивалась. Хотя этого было недостаточно, чтобы покрыть подземный мир или космическое пространство, он идеально покрывал нормальные регионы континента. Мобильные телефоны чудо-компании также постоянно совершенствовались, и теперь они обладали невероятными функциями. Они не только могли принимать звонки, фотографировать и принимать передачи, но также была полная система, которая позволяла делать покупки напрямую, отправлять сообщения и далее. Это было только начало. После того, как была создана основная система связи Западного морского города, инженеры чудо-города начали создавать гигантский космический склад в городе Западного моря. Это объяснялось тем, что Вест-Сити был единственным торговым центром в Лесном альянсе, кроме города чуда, и поэтому нуждался в мощной логистической системе. Платформа торгового центра «Чудо» уже была построена. Боша уже не могла дождаться, чтобы основать чудо-торговый центр во всех городах, которые торговали с городом Западного моря. Город Западного моря управлял всей областью, не только строя платформы для города чуда, они также управляли своими собственными каналами. Например, обычные продукты города чудес, такие как консервы, радио, магнитофон, фотоаппарат, сотовый телефон, различные пилюли и талисманы, а также ресурсы Западного морского города, полученные из леса, такие как шкуры и травы или жемчуг, которые они получили из моря. Все они могли использовать склад для продажи этих товаров по своим каналам. Это был несравненно большой рынок. В лесу, море, горах, небе или под землей большое количество материалов было дешевым в их соответствующих областях. Как только они будут проданы в другие страны или в другие места, цена вырастет в несколько раз. Они могли напрямую использовать пространственный транспорт для тех, кто имел высокую прибыль. Те, что с низкой прибылью и высокими затратами, город Западного моря мог собрать их с космическими складами, а затем транспортировать их в различные места. Короче говоря, Вест-Сити станет не просто торговым центром, а крупнейшим рынком на западном побережье. С теми отношениями, которые сложились у Вест-Сити с различными странами, они могли быстро открыть эти места. Этого было достаточно, чтобы наполнить кормушку города Западного моря богатствами. Морская гонка, все воспользовалась этой возможностью.
Как только был создан чудо-торговый центр, все большие и малые племена подали заявки на открытие магазинов, присоединившись к армии бизнеса. Это было большое дело. Как могли разные части Альянса не знать об этом, в Королевском Союзе было небольшое королевство под названием Страна Западного Чу. Страна Западного Чу была страной со смесью людей и духов зверей, но возглавлялась людьми с соотношением 3 к 2 между людьми и духами-зверями. Страна Западного Чу не имела никаких ценных ресурсов, поэтому они были очень бедной страной, даже будучи меньше, чем прошлая Южная Летняя страна. Когда они были захвачены Орлиным погребальным королевством, потребовалось 2 недели, чтобы прочесать их королевство. В течение 5 лет, прошедших с тех пор, страна Западного Чу была вассалом Орлиного погребального королевства, что делало обнищавшую страну Западного Чу еще хуже. Они должны были каждый год отдавать весь свой урожай в уплату налогов Орлиному погребальному королевству, а жители Западного Чу вообще не имели никакой свободы, они были рабами, полностью находящимися под контролем Орлиного погребального королевства. Темнее всего было перед рассветом. Темнота этих 5 лет внезапно закончилась. Орлиный правитель был убит союзом 3 королевств, и Орлиное погребальное королевство сдалось. Восстания поднимались повсюду под давлением чудо-города, и эти вассалы, наконец, восстановили свою независимость. Страна Западного Чу была одной из них. Страна Западного Чу объединилась с другими 14 освобожденными странами и присоединилась к Королевскому Союзу, возглавляемому великой страной Чжоу. Страна Западного Чу была бедным маленьким королевством, но поскольку она граничила с великой страной Чжоу, они были одним из немногих королевств, которые выиграли от этого раньше. Страна Западного Чу построила чудо-торговый центр, и любые материалы или таблетки, в которых они нуждались, они могли непосредственно купить в чудо-торговом центре. После того, как был создан торговый центр «Чудо», обнищавшая страна Западного Чу начала быстро расти. Ты слышал, рядом с лесом был еще один великан, который присоединился к Альянсу. Чепуха, как мы могли не знать? Это был город Западного моря, откуда приехала принцесса Цзиньло. В пограничном городе страны Западного Чу весь город был сделан из желтого камня, а прилегающая территория была полностью заполнена камнем. Земля была совершенно бесплодной, с редкими источниками воды и песчаными бурями круглый год, ее можно было считать бесплодной землей. Но даже в таком месте, как это, были люди, которые знали о Цзиньло. Среди них было много фанатичных поклонников. Леон была юной мисс из маленькой знатной семьи маленького города. Их семья до 5-летнего темного периода считалась семьей среднего размера, но теперь многие люди умерли в изгнании. В настоящее время у них было около 100 человек, это была просто крошечная сила размером с боб. Город Западного моря присоединился к Альянсу. Леон услышала эту новость по своему драгоценному радио и сразу же преисполнилась дикой радости. Она вытащила свой сотовый телефон, который, хотя и не был дорогим, в таком бедном месте, как страна Западного Чу, это был очень роскошный предмет. Потому что это было не очень популярно, у обычных людей их еще не было. Это был подарок на день рождения. Отец он лично отправился в один из главных городов, чтобы купить ей на 20-летие. Естественно, она относилась к нему как к сокровищу. Открыв телефон, она сразу же выбрала платформу торгового центра «Чудо». В торговом центре «Чудо» было много товаров, а содержимое сотового телефона было очень ограниченным. Она долго смотрела на него, прежде чем наконец нашла магазин в Вести-Сити. Зеленый дух коралла, вот оно что. Леон нашла предмет, с помощью которого хронические проблемы старения отца могут быть решены, она купила его прямо через сотовый телефон. Этот предмет был дорогим. В этом маленьком городке не было ни одного делового района, так что заплатить пошлину можно было только бегом в главный город, но это было слишком хлопотно. Но это не имело значения. Это можно решить, это было потому, что Леон все еще была дворянином, и информация семьи Ле хранилась в базе данных королевства. Сотовый телефон был связан с информационной картой Альянса Леон. У нее было четкое прошлое, и ее семейное положение было хорошим, поэтому она могла получить кредит в банке. Сначала она расплатится банковскими деньгами, а потом уже обо всем позаботится. Она выбрала Эльфийский банк, потому что у него были самые низкие проценты. Запрос он был отправлен в Эльфийский банк, и умный мозг Эльфийского банка проанализировал запрос о кредите. Поскольку сумма была невелика, не было необходимости в ручном утверждении, и исходные камни были быстро отправлены. Все это заняло меньше 10 минут, он заполнила свой адрес и купил товар. На следующий день в полдень над городом появился небольшой воздушный корабль из главного города. Он и группа людей уже ждали на площадке для съемок. Маленький дирижабль определенно принадлежал компании «Чудо Коммерс». Этот дирижабль перевозил все вещи, которые этот маленький город купил на платформе торгового центра «Чудо». Леон. Рабочий держал красивую коробку и крикнул, увидев имя, написанное на коробке: «Леон здесь?» «Я здесь». Леон подняла руку в толпе.
Подтвердив свою личность, она взяла предмет и радостно побежала домой. Это был предмет, присланный из несравненно далекого города Западного моря, место, куда Леон никогда в жизни не попадет. Только подумать, эта коробка была только вчера в прекрасном Кристальном заливе, и она пролетела десятки тысяч миль за один день до такого бесплодного маленького королевства, как страна Западного Чу. Об этом определенно никто не подумал бы раньше. Она открыла коробку и вынула один предмет за другим. Независимо от того, было ли это количество или качество, все они превзошли ожидания. Действительно достойный чего-то из Западного моря, он действительно стоил такой цены. Если бы кто-то покупал морскую вещь обычным способом, не было бы ничего странного, если бы она была в 100 раз дороже. В конце концов, страна Западного Чу была инкрустированной страной, и она была далеко от моря. Что это такое? Она обнаружила, что в большой коробке лежит маленькая коробочка. Она не помнила, чтобы покупала что-то еще. Может быть, жители западного морского города ошиблись. Когда Леон с любопытством открыла коробку, ее глаза мгновенно вылезли из орбит. Вся шкатулка была наполнена ослепительными жемчужинами. Радужный жемчуг город Западного моря, радужный жемчуг город Западного моря — это был не просто материал, это был очень роскошный предмет. Насколько это было дорого, Ле даже представить себе не могла. Можно сказать, что любая жемчужина из этой шкатулки уже имела ценность, превосходящую стоимость покупки Леон. Вся эта коробка, сложенная вместе, стоила больше, чем вся ее семья. Это было богатство, упавшее с неба. На дне коробки она обнаружила маленький листок бумаги. На бумаге была написана нестандартная человеческая надпись: «Спасибо за поддержку нашего магазина. Поскольку вы наш первый клиент, эти западные морские жемчужины — ваш сувенир». Леон была ошеломлена. Сувенир. Вероятно, в руках могущественного и богатого морского народа эти обычные жемчужины вовсе не были редкостью. Но для Ле, которая жила в маленьком королевстве, маленьком городе и маленькой семье, любой вещи, случайно оказавшейся у Мерфи, было достаточно, чтобы увеличить богатство ее семьи в несколько раз. Глава 597. Восхождение гигантской звезды. Город Западного моря. Платформа торгового центра «Чудо» была создана. Всего за несколько дней жизнь жителей города Западного моря претерпела потрясающие изменения. Город Западного моря был шестым по величине городом Альянса. Хотя он присоединился позже, чем другие города у леса хаоса, у города Западного моря было превосходство, которого не было у других городов. Вечный лес, дикое Нагорье, гигантский горный хребет и хребет дракона были слишком изолированы. Город Западного моря был единственным лесом хаоса, открытым для внешнего мира. Более 20 стран западного морского побережья были сосредоточены вокруг Хрустального залива. Сам город Западного моря мог поглотить большое количество ресурсов, но теперь, когда он был связан с Лесным альянсом, ему было удобнее обмениваться всеми видами ресурсов. Это принесло большое количество ресурсов Лесному альянсу, и ресурсы Лесного альянса также были доставлены в прибрежные страны через город Западного моря. Это создало большой экономический бум для всей области. Это было из-за густой деловой культуры в городе. Теперь, когда появился хороший шанс разбогатеть, как граждане могли его упустить? Большое количество русалок и других морских рас, будь то семья или отдельный человек, создавали компании и начинали свой бизнес. Как только Вести-Сити присоединился к Лесному альянсу, другие здания уже вовсю строились, даже не успев их построить. Естественно, были те, кто любил бизнес, и те, кто не любил его. Молодая девушка Югэ была нормальным человеком среди миллионов мерпопотамов. Югэ была из нормального рода среди русалочьего народа. Ее отец был всего лишь маленьким офицером Хрустального залива, и ее талант культивирования был обычным, только достигал 7-го пробужденного слоя души. Если говорить о том, чем она гордилась, то внешность Югэ среди русалок считалась неплохой. Кроме того, Югэ обладала богатым музыкальным талантом, изобрела несколько музыкальных инструментов и лично сочинила несколько баллад. Но что толку в этом? Это не прокормит ее. Хотя в Вести-Сити было хорошее благосостояние для Мерфи, и даже если Юга ничего не сделает, она, по крайней мере, не будет голодать, но Юга была честолюбива с самого детства, она не хотела безвестной жизни. Усердно развиваться, талант Югэ был средним, и самосовершенствование имело свои пределы. Если бы она хотела поднять свое королевство, ей понадобилось бы большое количество ресурсов, но это было очень маловероятно с семейным происхождением Югэ. Начать бизнес, с одной стороны, Югэ это не очень интересовало, а с другой у нее не было ни капитала, ни рабочей силы. В этот день к ней подошли два незнакомца, которые полностью изменили ее жизнь. Те двое, что пришли в гости, на самом деле были двумя эльфами. Это были мужчина и женщина. Мужчина был красив и высок, девушка чувствовала себя взрослой. Судя по исходящей от них ауре, они были, по крайней мере, экспертами в 7-м истинном духовном слое или выше.
Круг общения Югэ был очень мал, она никогда не встречала таких людей, не говоря уже о том, что они были эльфами. «Вы юная госпожа Югэ?» Сначала я представлюсь. Меня зовут Ауберсон, а это Алидис. Мы старейшины племени Древа Жизни, и мы основали культурную арт-компанию. Югэ была очень шокирована. Эльфы тоже создавали компании. Эти двое были эльфийскими старейшинами, которые не были слабыми, и они жили в течение нескольких сотен лет. Она никогда не думала, что эти изолированные и упрямые эльфы придут сюда, чтобы сделать бизнес сейчас. Югэ все еще был немного смущена. «У вас есть ко мне дело». Ауберсон неожиданно улыбнулся. «Наша компания — это компания по культуре и искусству, в основном занимающаяся кино и музыкальной индустрией. Фильмы, которые мы создали, были показаны в более чем 50 городах Лесного Союза и принесли большой доход. Мы также выпустили 3 эльфийские пластинки, и теперь в городах продается более 300 тысяч магнитных звуковых пластинок. Русалки славятся своим пением, и мы слышали, что юная мисс Югэ особенно талантлива в этой области, поэтому мы пришли просить вас подписать контракт с нашей компанией. Эльфы прошли десятки тысяч миль, потому что наслышаны о ее музыкальном таланте и хотят подписать с ней контракт. Наша компания является одной из крупнейших компаний в области культурного искусства среди эльфов, и мы не только обладаем хорошими производственными способностями, но и сотрудничаем с вещательными станциями чудо-компании. Мы уже добились больших результатов на рынке лесных альянсов и недавно начали расширяться на рынке королевских альянсов, продавая пластинки и проводя концерты. В будущем, благодаря связям и каналам племен русалок, мы также можем отправиться в западные морские страны. Это очень хороший шанс, я надеюсь, что вы рассмотрите нас. Алидис была элегантной и зрелой эльфийкой. Она молчала все это время, и на этот раз она заговорила: «Если вы хотите, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее. Это наш номер связи». Юга даже не поняла, как сказала: «Не нужно думать, я согласна». Где она еще могла найти такую хорошую возможность? Юга любила играть на музыкальных инструментах и сочинять баллады, но это была просто личная любовь, и она никогда не приносила ей никакого дохода. Как она могла упустить такой прекрасный шанс? Юга была человеком, который ни о чем не заботится, как только она становилась страстной к чему-то. Она сразу же оставила письмо в своем доме и принесла свое снаряжение, когда уходила с 2 эльфами. Ауберсон и Алидис были старейшинами племени Древа Жизни. Они были эльфами, которые познакомились с Чутянем раньше всех, поэтому на них сильно повлиял Чутянь, особенно на Алидис. Она была полна сожаления, что упустила такой хороший шанс тогда. Если бы она согласилась на условия Чутяня и отпустила его, Чутянь был бы ей очень обязан. Алидис даже высмеяла Чутяня, попросив его принести звезды с неба. В конце концов, шутка стала правдой. Чутянь создал более 10 космических шахт и теперь начал собирать урожай звезд. Конечно, это дело было уже в прошлом. Хотя она была полна сожаления, у нее все еще не было другого выбора. Она могла только, по крайней мере, правильно жить своей нынешней жизнью. После того, как Вечный Лес заключил союз с Чудо-городом, Вивиан вернулась в племя Древа Жизни. По настоянию Вивиан, Абер-Сентября и Алидис сложили в себя полномочия старейшин племени Древа Жизни и создали эту компанию. Вивиан не только вложила деньги в эту компанию, но и привлекла своих хороших друзей Мэн Ин и Наньгун Юнь. Торговая палата жизни и культуры была одной из самых хорошо поддерживаемых компаний среди эльфов. Кино, музыка, культура — все это всегда находилось на рынке. Было ли это влияние на эльфов или влияние на культуру континента, все это имело большую коммерческую ценность. Ауберсон привел Югэ в специальное место записи, принадлежащее компании. «Юная мисс Югэ, пожалуйста, сначала спойте несколько песен и дайте нам понять, как это звучит». Югэ немного нервничала. «Хорошо». Русалки были известны как лучшие певцы на континенте. Говорят, что морские люди обычно поют на изолированных островах или в морских каналах, и что их пение может привлечь морскую жизнь, даже дезориентировать самого опытного капитана. Эта песня, исполненная волшебного очарования, была чем-то таким, что можно было встретить только на море. Благодаря технологии магнитного звучания чудо-компании «Песни Мерпионов» можно было записать на диск. Подсчитано, что вскоре после этого весь континент мог слышать естественную песню Мерпионов. Юга постепенно подготовилась, подняла микрофон и начала тихо петь. Голос, наполненный магическим очарованием, распространялся со следом духовной энергии, заключенной внутри, заставляя весь персонал дрожать, как будто они только что вошли в транс. Перед ними открылся прекрасный пляж с разноцветным песком, каждая песчинка которого была словно высечена из хрусталя. Нефритовые орхидеи бились о морской утес, а русалки жили беззаботно. Это была собственная песня Югэ «Хрустальная бухта». Хрустальная бухта была гаванью в городе Западного моря и самым красивым местом в лесу хаоса. Песня Югэ давала людям прекрасное ощущение пребывания в этой среде. Юга спела еще несколько песен, и каждая из них была подобна стихии, бьющей в их сердце.
Хотя она использовала язык морской расы, когда он достиг этого царства, сами тексты не имели значения. Не говоря уже о том, что язык Мерфи состоял из 181 слога, что делало его еще более красноречивым, чем эльфийский язык. Даже если они не могли понять этого, они все равно могли наслаждаться этим. Но Югэ была немного неуверенная в своем исполнении. Как насчет этого, мои песни в порядке? У меня еще много других песен, я могу спеть их прямо сейчас. Это очень красиво. Алидис не удержалась и похвалила ее. Ты саженец с талантом и потенциалом. Все в порядке с тем, что мы имеем сейчас. Ауберсон сказал Алидис, иди и поговори с людьми в Чудо-радио, мы дебютируем этой песней сегодня вечером в эфире. Выберите хороший музыкальный канал и время. Мы только что заключили соглашение о сотрудничестве с Центральной государственной радиовещательной станцией. Станция распространяется по всему королевству Альянс, как насчет того, чтобы попробовать начать с нее? Абер Сентября задумался, прежде чем сказать «хорошо». Так и сделаем. Алидис сказала, давайте сначала создадим пластинки с этими записанными песнями, мы сделаем партию из 100 тысяч. Я верю, что недостатков в спросе не будет. У двух эльфов был непростой разговор, прежде чем они пришли к соглашению. Ауберсон достал контракт для Югэ, чтобы подписать его. После того, как вы подпишете контракт с нашей торговой палатой жизни и культуры, вы станете исполнителем для нашей компании. Контракт рассчитан на 5 лет и подлежит правовой защите Лесного Союза. После того, как вы подпишете контракт с нами, мы позаботимся о вас и продвинем вас. Прибыль от трансляции вашей музыки на станциях и продажи пластинок будет поделена пополам с компанией. Ваши концерты и мероприятия будут разделены на 70-30 с вашим взятием 70. Кроме того, что касается товаров, фильмов и прочего, все это прописано в контракте. Если у вас нет никаких сомнений, пожалуйста, подпишите этот контракт с нами. Юга не знала, как получить больше преимуществ. Но эльфы ее не обманут. Юга просто просмотрела его прежде, чем подписать. В ту ночь песни Юга распространились по лесу хаоса и нескольким королевствам через радиовещательную станцию, мгновенно вызвав большой переполох. Бесчисленные заказы поступали в компанию, и такой популярности не ожидал даже Абер Сентября. За один день. Всего за один день. Диск с песней «Русалки» получил более 200 тысяч заказов. Это было намного выше их оценки и вот-вот должно было побить рекорд последовательной продажи. Каждый диск стоил один исходный камень. 200 тысяч равнялись 200 тысячам исходных камней, и, в соответствии с разделением пополам, Юга заработала 100 тысяч исходных камней за одну ночь. Какой была сотня тысяч исходных камней? Эта сумма была для нее астрономическим богатством. Раньше Юга не смогла бы получить столько денег за всю свою жизнь, это было только начало. Ауберсон и Алидис подсчитали, что первый диск может разойтись тиражом более 2 миллионов экземпляров. У Югэ было большое количество песен на руках, и она могла бы написать еще больше в будущем. Кроме того, были и другие районы с более высокой расходной способностью, чем город Западного моря, которые еще не были задействованы. Даже по самым скромным подсчетам, в будущем они могли бы заработать по крайней мере 10 миллионов. Югэ, безусловно, станет одной из самых ярких звезд торговой палаты жизни и культуры. Будущие доходы этой торговой палаты жизни и культуры превзойдут даже стоимость нескольких лесных городов. Глава 598. 10 тысяч водяных драконов воюют в королевстве. Чудодейственная торговля принесла в лес, королевство и весь мир всевозможные перемены. Лехэ и Югэ были лишь примерами из бесчисленных различных случаев. Эта компания, родившаяся в маленьком городке южной летней страны, теперь стала настоящим гигантом. Они были подобны гигантской сети, которая дико раскинулась по всему континенту, соединяя все ресурсы, богатства и людей вместе. Как бы ни был занят Лесной Союз и как бы он ни развивался, Чутяню было все равно. Это было потому, что нынешний Чутянь в настоящее время находился на прекрасной хрустальной лодке, плывущей по голубым морям. Мэн Ин, Вивиан и Нангун Юнь, 3 сестры с разными фамилиями, были одеты небрежно. Они были одеты в очень короткие юбки, которые открывали 3 пары белоснежных хрустальных ног, дрожащих перед Чутянем. На них была легкая газовая одежда, а на голове изящная шляпа, и они ничем не отличались от благородных девушек, идущих играть. Чутянь и Мэн Цинву лежали на шезлонгах, обдуваемые теплым океанским бризом, наслаждались волшебным вином, которое феи цветов варили в чудесных садах. Мэн Цинву сделала глоток волшебного вина и почувствовала, как энергия постепенно просачивается в ее тело. Этот вид бесценного крыла бессмертного класса для нормальных людей было бы удачей всей жизни даже понюхать его. Даже для культиваторов с высоким уровнем развития это было сокровище, о котором они не могли просить. В этот момент волшебное вино было просто вином. Мэн Цинву не было сфокусировано на том, чтобы смаковать вино.
Она просто позволяла энергии вина разливаться внутри ее тела, наслаждаясь им как питьем высокого качества. Для любого человека это было бы богохульством над небесным объектом. Однако в руках вице-мэра чудо-города волшебное вино вовсе не было таким уж драгоценным. Чудо-город и чудо-торговля были на пике своего могущества, богатство текло десятками миллионов камней-источников. Чутянь все еще не освоился с огромным количеством ресурсов, взятых из сокровищниц Алексиса в подземном мире, а чудо-город располагал запасом ресурсов на десятки миллионов исходных камней. Даже на континенте их можно было бы считать крупной финансовой державой. Даже если бы они потратили все свои запасы исходного камня, у них все еще был чудо-банк. Учитывая финансовую индустрию Лесного Альянса, было нетрудно взять 8-10 миллионов из чудо-банка прямо сейчас. Главное было в другом. Был ли там только исходный камень и резерв ресурсов, самой ценной вещью города чудес, которую невозможно измерить, навсегда останется их имущество. Например, транспортные башни и башни связи по всему миру, шахты в мире чистилища, несколько десятков месторождений ресурсов Лесного Альянса, звездные шахты в космосе, инвестиции чудо-города в различные лесные компании, исследовательская лаборатория секты Юнь чудо-города, их интеллектуальные фабрики, их месторождения кристаллической нефти и далее. Эти активы не могли быть измерены конкретным образом, потому что даже если бы они были вычислены, это была бы несравненно большая цифра. Развитие Лесного Альянса уже было увязано с развитием чудо-компании. Крупные и мелкие компании Лесного Альянса, почти все они имели инвестиции от чудо-города. Например, Торговая палата жизни и культуры, созданная двумя старейшинами из племени Древа Жизни, компания программирования Вечного Леса, компания оборудования Гигантского горного хребта, компания ресурсов Драконьего хребта или даже крупномасштабные наемники Дикого Нагорья, чудо-коммерция имела долю почти во всех из них. Весь Альянс использовал технологии и продукты чудо-компании. Поэтому не будет преувеличением сказать, что чудо-торговля процветала до тех пор, пока процветал Лесной Союз, чудо-торговля была сильна до тех пор, пока был силен Лесной Союз. Сейчас они находились в стадии развития, так что даже если чудо-компания ничего не сделает прямо сейчас, они расширятся в несколько раз через год. Чутянь не осмеливался сказать, что его власть была самой сильной на континенте, но с точки зрения коммерческого потенциала и накопления богатства, кроме этих старых и могущественных империй, не было никого. Кто мог бы сравниться с чудесной торговлей в этом плане? На этом континенте эти двое были высшими руководителями чудо-компании. Что такое несколько бутылок волшебного вина, Чутянь поднял нефритовую бутылку, чтобы налить еще одну чашку для юной мисс. После игры в течение нескольких дней вы более расслаблены. Устраивать отпуск, хотя бы время от времени, большое подспорье как для мозга, так и для развития. Что может ответить Мэн Цинву? Ты босс, естественно, все, что ты говоришь, имеет значение. Я просто надеюсь, что дома ничего не случилось. Юная мисс, не надо так унывать. Чутянь лег в удобную позу. У нас достаточно богатства, чтобы прожить безбедно 5000 лет. Зачем ты так устаешь? Мэн Цинву покачала головой. Нынешние масштабы и финансы чудо-коммерции достаточны, чтобы поддерживать нас в течение 5000 лет, но это далеко недостаточно для масштаба, описанного вами. Чутянь был немного удивлен. О чем говорит юная мисс? Честолюбие в твоем сердце — это не только континент. Мэн Цинву купалась в солнечном свете, когда небрежно сказала: «Культивация, за которой ты гоняешься, это не просто царство небесных владений. Я знаю, насколько велики ваши амбиции, но я верю, что вы можете пойти еще дальше, достигнув места, которое мы никогда не могли себе представить. Это требует большого объема технологического и материального обеспечения. Нынешней чудо-коммерции далеко недостаточно». Выражение лица Чутяня слегка изменилось. Неудивительно, что Ин всегда говорит, что юная мисс понимает меня лучше всех. Чутянь рассмеялся, но, говоря об этом, мы достигли нынешнего уровня от небольшой компании в южной летней стране всего за 2 года. Эта скорость уже превзошла все мои ожидания. Без поддержки юной мисс, как это могло быть так гладко? Поскольку ты уже поднялся на борт этого корабля, тебе придется идти со мной до конца этой жизни. Чутянь намеренно дразнил ее. Раз уж так вышло, ты должна просто выйти за меня замуж, сын. Мэн Цинву, не думая, ответила: в твоих снах. Чутянь не понял. Хотя юная мисс была относительно консервативным человеком, она не была полностью упрямой. Почему она все время сомневается в этом вопросе? Мы еще поговорим о нашем деле в будущем. Мэн Цинву тихо сказала: я хочу, чтобы у Ин была уникальная свадьба, которая принадлежит только ей. Чутянь пожал плечами. Любовь юной мисс к своей младшей сестренке больше добавить было нечего. Это море настолько велико, что, я думаю, мы даже не сможем достичь конца за года с такой скоростью. Мэн Иньин радостно побежал по палубе. Чутянь, как ты думаешь, что находится в конце моря? Вивиан тоже было очень любопытно узнать об этом. На этот вопрос нужно ответить в терминах разных плоскостей.
Чутянь посмотрел вдаль прищуренными глазами и сказал: «Наш план — это сфера, и над ней есть тонкий слой материала, но за ним нет гравитации. Будь то космическое пространство, подземелье или 4 стороны континента, существует пространство без гравитации. Как только морская вода течет на определенное расстояние, она не может двигаться дальше, поэтому в конце Западного моря есть пустота. Морская вода будет падать, как с края скалы, и она, наконец, потечет обратно снизу. Вивиан, Чутянь такой могущественный, откуда ты вообще это знаешь? Ерунда. Иначе как бы я мог быть твоим боссом? Чутянь сел и огляделся. Где Наньгун? Как только Чутянь понизил голос, морская вода впереди взорвалась. Наньгун Юнь была охвачена пламенем, и она мгновенно превратила большую часть моря в туман. Она прямо выбросила гигантского осьминога, который был 100 метров шириной из моря. Этот осьминог оказался демоническим зверем 3-го уровня, культивирующимся примерно на 5-м истинном духовном слое. Наньгун Юнь позаботилась об этом всего за несколько ударов. Наньгун Юнь выбрала лучшую, щупальцу осьминога, чтобы принести на палубу. Смотри, я нашел несколько свежих морепродуктов. Сегодня мы будем есть осьминога. Мэн и Вивиан начали пускать слюни. Этот вид свежего ингредиента с высококачественным кухонным оборудованием их компании наряду с волшебным вином, это было бы очень приятно. 3 девушки немедленно отправились готовить большой пир для Чутяня и Мэн Цинву. Мэн Цинву беспомощно улыбнулась. У этих троих действительно один и тот же ум. Чутянь хотел что-то сказать, но на палубу вышел человек и обратился к Чутяню с неестественным видом. Но почему? Перед нами архипелаг 10 тысяч драконов потопа. Чутянь посмотрел на Мэн Цинву. Это особенное место. Почему его называют архипелагом 10 тысяч драконов потопа? Здесь много драконов наводнения. Не совсем. Архипелаг дракона 10 тысяч наводнений — самый большой архипелаг в Западном море, и раньше он был частью Темно-синей империи. После того, как Темно-синяя империя раскололась, архипелаг 10 тысяч потопных драконов стал независимым, став воинствующим королевством 10 тысяч потопных драконов. Король 10 тысяч потопных драконов — это человек, потопный дракон с глубоким культивированием и очень сильный. Они были одним из 4 губернаторов Темно-синей империи и занимали ту же должность, что и городской лорд Боша. Это еще одно воюющее королевство. Мэн Цинву, нахмурив брови, сказала Чутяню: с людьми-драконами потопа нелегко иметь дело, а с королем-драконом потопа из 10 тысяч человек должно быть трудно справиться, не говоря уже о том, что воюющее королевство само по себе не слабо. Мы не должны провоцировать их, пока ситуация на Западном море еще не стабилизировалась. Чутянь посмотрел бы, если бы это было нормальное время, но он был в отпуске, а не здесь, чтобы причинять неприятности. Чутянь махнул рукой и сказал: забудь об этом, это разочаровывает. Мы уже достаточно наигрались, давайте вернемся. Член экипажа Мерперсона вздохнул. Гигантский хрустальный корабль медленно развернулся. Когда Чутянь был готов вернуться, что-то внезапно произошло. Хрустальная лодка задрожала, словно ее ударили гигантским молотом, едва не перевернувшись в воде. Черт возьми, кто это сделал? Вода в воду. Все, будьте осторожны. Дефис 2 гигантских морских дракона наводнения окружили их, напав на хрустальный корабль. Этот хрустальный корабль был подарен Чутяню Боша. Это был один из самых прочных кораблей в расе людей. Весь корабль был усилен, и даже специалист небесного домена не смог бы его сломать. В это время вокруг них появилось несколько гигантских кораблей с иностранными стилями. Лицо члена команды Мерперсона вытянулось. 10 тысяч кораблей воюющего королевства дракона наводнения. Чутянь слегка прищурился. Это было немного интересно. Чутянь не собирался провоцировать их, но они пришли сюда, чтобы спровоцировать его. Глава 599. Отрывание всего лица. Флот 10 тысяч водяных драконов воюющего королевства окружил хрустальный корабль. Перед хрустальным кораблем стоял флагман. Вышел человек 2,5 метров ростом в черных доспехах. Он был росой, которую они раньше не видели, которая, казалось, была смесью водяного дракона и человека с чешуей по всему телу. У него было стройное телосложение и пара темно-золотых глаз с особыми темно-золотыми зрачками драконьей расы. Водяной человек-дракон. Знаменитая морская гонка высокого уровня народ водяного дракона имеют родословную морского водяного дракона наводнения, говоря на языке морского водяного дракона. У них были большие таланты, и все они были храбрыми солдатами. Если бы Темно-синяя империя все еще существовала, большинство военных постов занимали бы народ водяного дракона. Именно из-за этого одним из 4 губернаторов Темно-синей империи был водяной человек-дракон Лукас. У него было достаточно военной силы и людей, чтобы занять самый большой архипелаг в Западном море, починить 10 тысяч водяных драконов, воюющих с его подчиненными.
Хотя воюющее королевство 10 тысяч драконов потопа не могло сравниться с городом Западного моря с точки зрения процветания, у них было в несколько раз больше военной мощи, чем у Боша. Разве это не корабль Боша? Раз уж вы приехали, почему бы вам не посетить архипелаг 10 тысяч водяных драконов? 2 водяных дракона окружили хрустальную лодку, а несколько военных кораблей окружили корабль. Это было образование, которое не пропускало ни единой капли воды. Капитан Мирперсонов вышел и проревел в ответ с яростным взглядом: «Мы не вошли в море воюющего королевства 10 тысяч водяных драконов. Основываясь на этом, хочу спросить, что вы делаете?» Хотя Боша и Лукас имели свою славу, они все еще принадлежали к одной ветви. Архипелаг 10 тысяч водяных драконов и город Западного моря были родом из Темно-Синей империи, так что даже если их отношения не были такими хорошими, они не будут никогда ужасными. Город Западного моря сделал его более удобным для архипелага 10 тысяч водяных драконов, чтобы получить ресурсы, и архипелаг 10 тысяч водяных драконов послал войска, когда западное морское побережье столкнулось с неприятностями. Именно из-за того, что они использовали друг друга, когда не происходило ничего необычного, они не могли легко разорвать отношения друг с другом. Генерал Персона Водяного Дракона ясно знал, что этот хрустальный корабль принадлежит Боша. Так почему же он осмелился послать армию, чтобы окружить его? Я слышал, что в последнее время в городе Западного моря поднимаются волны. Поскольку вы уже разбогатели, не должны ли вы заплатить немного денег за защиту? Человек-дракон вообще не скрывал своей цели. Без защиты архипелага 10 тысяч водяных драконов ваш город Западного моря может быть немного ослаблен. Лицо капитана Мерперсона изменилось. Отношение водяных людей-драконов внезапно изменилось. Это не было просто так. Королевство может найти городского лорда Боша, чтобы поговорить, зачем им останавливать нас? Ха. Повелитель города Боша готова одолжить свою хрустальную лодку другим. Это означало, что важность этих людей для города Западного моря не так проста. По крайней мере, поймать их означало бы иметь довольно хороший лот, так что вы думаете, что ловить их есть какая-то польза? Лицо торговца вытянулось. Поведение этого парня было равносильно объявлению войны городу Западного моря. Их отношения были довольно хорошими все это время, так почему же 10 тысяч водяных драконов воюют? Королевство переобулось быстрее, чем перелистнуть страницу книги. Это было слишком неразумно. Генерал-человек-дракон указал своим копьем: «Возьмите их всех». Несколько водяных драконов с ревом выскочили из воды. Эти драконы были очень высокоуровневыми драконами-демонами. Эти морские драконы жили в архипелаге 10 тысяч водяных драконов, хотя они были приручены воюющим королевством 10 тысяч водяных драконов. Они все еще были демоническими зверями среднего и высокого уровня. Два морских водяных дракона были покрыты слоем водной брони, а спиральная энергия воды окружала их тело, превращая их в 2 мощных сверла. Сначала они взмыли в небо, а потом сверлили землю, пытаясь пробить дыру в палубе хрустального корабля. Ищут смерти. Наньгун Юнь и Вивиан сделали шаг одновременно. Наньгун Юнь взмыла в небо, превратившись в огненного феникса, и нанесла удар по голове водяного дракона. Вода и пламя столкнулись, мгновенно создав большую область тумана. Водяной дракон издал болезненный крик, когда вся его голова была обожжена, и он упал в воду. Вивиан прямо прошла мимо водяного дракона и послала пространственный разрез через него, в результате чего неуязвимое тело морского дракона было мгновенно разрезано пополам, как маленькая змея, разрезанная лезвием. 2 куска упали обратно в воду, отчаянно сопротивляясь и жалобно вопя, в то время как поток драконьей крови окрасил большую часть моря в красный цвет. Наньгун Юнь сказал Вивиан: «Сначала позаботься о главаре». Вивиан кивнула. Хорошо, они обе мгновенно телепортировались на главный корабль другой страны. Наньгун Юнь снова превратилась в пылающего огненного феникса, когда она послала 2 кулака, которые были похожи на метеоры, на палубу корабля. Вивиан использовала свою руку как лезвие, когда она взмахнула рукой, заставляя ее пространственную энергию вылететь. Хотя это был всего лишь ручной клинок, он был острее любого божественного оружия. У тебя есть кое-какие навыки. Копье генерала-человека-дракона вылетело и тяжело приземлилось на тело Вивиан. Ужасающая энергия высвободилась, и энергия Вивиан рассеялась. Появилась еще одна ладонь, и духовная энергия превратилась в сотни маленьких драконов потока, которые сплелись в волну энергии, врезавшись в тело Наньгун Юнь. Наньгун Юнь застонала и мгновенно рухнула на палубу, получив довольно тяжелые травмы. Такая мощная духовная энергия — это был специалист по небесным владениям. Был ли архипелаг 10 тысяч водяных драконов готов полностью потерять лицо перед городом Западного моря? Этот вид пикового эксперта входил в первую десятку архипелага 10 тысяч водяных драконов. Это определенно был один из старших генералов короля 10 тысяч водяных драконов. Посылать такого важного человека на захват корабля — это все равно, что убить курицу мясницким ножом. Водяной генерал-человек-дракон указал своим копьем на хрустальную лодку: «Не оказывайте бессмысленного сопротивления».
Его Величество Водяной Король-Дракон 10 000 хочет видеть вас всех, пожалуйста, пойдемте со мной». Лицо торговца было бледным. Это было ужасно. Там было более 10 000 кораблей воюющего королевства Водяного Дракона, что составляло несколько десятков тысяч солдат. Как они могли быть нормальными людьми, кроме высшего эксперта и старшего генерала народа Водяного Дракона? Не говоря уже об этом высшем эксперте в области небесных владений, просто на основе этой армии, которая не была маленькой, они не смогли бы сопротивляться. Как только голос водяного генерала Человека-дракона упал, 10 морских водяных драконов вылетели из моря. Они окружили хрустальный корабль и дико подняли морские волны, создавая большие вихри, удерживающие хрустальный корабль внутри. Капитан Мерперсона быстро подошел к Чутяню. «Городской лорд Чутянь, пожалуйста, быстро уходите. Не беспокойтесь о нас». Капитан Мерперсонов был доверенным лицом городского лорда Боша, поэтому он знал о транспортных свитках чудо-города. Хотя эта ситуация была очень плохой, этого было недостаточно, чтобы угрожать Чутяню. Чутянь, казалось, совсем не волновался, когда спокойно сказал: «А чем ты беспокоишься? Этой маленькой ситуации достаточно, чтобы угрожать нам. Эта ситуация была недостаточно серьезной. С экспертом Небесного Царства уже было достаточно трудно иметь дело, не говоря уже о том, что они были окружены большой армией, а море было запечатано водяными драконами. Просто с теми немногими людьми на хрустальном корабле не было никакого шанса в этом вопросе вообще». Мэн Цинву тоже, казалось, нисколько не волновалась, когда вытащила сотовый телефон. Набрав номер и после того, как он соединился, она отдала простой приказ. Приказ атаковать, прорваться через окружающие баррикады. Никто не мог понять, что происходит. Сверху раздался резкий звук, из облаков появились 10 черных истребителей. Это были большие клинки, которые создавали более 10 линий над морем. Взревели энергетические пушки Источника, 10 000 кораблей воюющего королевства дракона были поражены энергетическими пушками Источника, и в них появились большие дыры, а несколько кораблей были разорваны на несколько частей. 10 000 солдат воюющего королевства дракона были слишком медлительны, чтобы ответить, и черные истребители выпустили волну мощных ракет. Хонг, все вокруг превратилось в море огня, лицо водяного генерала Человека-дракона вытянулось. С ревом он прыгнул в небо, чтобы блокировать черные истребители, но в это время пространство перед ним задрожало, когда из пустоты появился человек. С легким движением пальца на правой руке. Пен, грудь водяного генерала Человека-дракона взорвалась, из нее хлынул кровавый туман, отбросив его на несколько десятков метров назад. К счастью, Человек-дракон обладал высокой культивацией и блокировал мощь бесфазного меча своей защитной техникой культивирования, иначе эта атака могла бы пронзить его сердце. Молодец, что осмелился причинить мне боль, культивация Человека-дракона была очень сильной, сразу же подавляя рану на его груди. Длинное копье выплеснулось из его руки, подобно текучим рекам, мгновенно выпустило лучи света. Они были похожи на серебряные реки, которые окружили Чутяня, мгновенно разрывая его тело. Не было никаких сомнений в силе эксперта небесных владений. Но что потрясло Человека-дракона, так это то, что после того, как тело Чутяня было разорвано на части, оно наполнило небо искрами. Эти искры превратились в море пламени, которое поглотило Человека-дракона, прежде чем тело снова сформировалось в центре пламени, изменив форму Чутяня. Это был клон. В тот момент, когда Чутянь устроил засаду на водяного генерала Человека-дракона, он немедленно выпустил своего клона из преисподней. Его основное тело телепортировалось позади Человека-дракона, и когда Человек-дракон наводнение атаковал, Чутянь также сделал свой ход. Бесфазный удар мечом, Чутянь собрал большое количество духовной энергии, чтобы выпустить более сильный удар, так как обычного бесфазного пальца меча было бы недостаточно, чтобы сломать защиту эксперта небесного домена. Этот бесфазный меч был в 10 раз сильнее обычного, и не было никаких шансов потерпеть неудачу, водяного генерала Человека-дракона поглотило пламя преисподней. Сила преисподней была близка к небесному владению. Чутянь взмыл в небо, охваченный пламенем, и его руки втянули окружающее пламя, чтобы послать 2 горящих удара в Человека-дракона наводнения. Чёрт, главнокомандующему драконами пришлось поднять копье, чтобы блокировать его, и пламя столкнулось с ревущими волнами. У водяного генерала Человека-дракона была шокирующая культивация, сметающая пламя, но после купания в пламени преисподней защитная техника культивирования была значительно ослаблена. В это время началась атака Чутяня, и пространственный меч рассек его с головы до ног. Это произошло в одно мгновение. Он был совершенно невидим. Если бы эта атака попала в цель, водяной генерал был бы разрезан пополам. Однако его чувство опасности, выработанное годами войны, заставило потопа уклониться в самый критический момент, позволив только отрубить себе руку. Жизненная сила водяного генерала Человека-дракона была сильно повреждена. Он никогда бы не подумал, что знаток небесных владений пострадает от рук этого отродья. Человек-дракон больше не хотел сражаться и был готов уйти. Он использовал свою секретную технику сохранения жизни и собирался бежать в воду. Как только он бы вошел в воду,
он мгновенно бы убежал за 1000 миль. Хочешь убежать — это слишком просто, у Чутеня не было даже шанса пошевелиться. Глаза маленькой лисицы загорелись, и несколько морских драконов на дне океана оказались под контролем маленькой лисицы. Они превратились в водяные фонтаны, когда они высверливались из воды, врезаясь в водяного генерала-человека-дракона в воздухе. Лицо генерала вытянулось. Он был застигнут врасплох, когда его ударили драконы морского потопа, подбросив высоко в воздух и полностью поймав в ловушку водяных драконов. Черт возьми, выражение водяного генерала-человека-дракона изменилось, потому что на его шее появился черный как смоль клинок. Этот меч содержал в себе мощную разрушительную силу, и, пока Чутянь двигался, его голова была отделена от тела. Я думаю, что нет никакой необходимости быть гостем на архипелаге 10 тысяч водяных драконов. Чутянь улыбнулся ему и сказал: «Я прошу ваше превосходительство приехать в Западное море для поездки». Глава 600. Вдохновитель всего сущего. Чутянь позаботился о воюющем королевстве Орлиных могил, он не возражал позаботиться еще и о королевстве 10 тысячах водяных драконов. Вы двое в порядке. Я был слишком беспечен, никогда не думал, что встречу культиватора небесных владений. Вивиан встала. К счастью, старший брат Чутянь был очень силен и за несколько ходов справился с культиватором небесных владений, иначе эта схватка была бы очень унизительной. Этот парень просто слишком смел. Наньгун Юнь понесла большую потерю, гнев распирал ее. Как насчет того, чтобы мы непосредственно позаботились о нем? Этого парня все еще полезно держать при себе. Чутянь выпустил свою пространственную энергию, чтобы окружить их обоих, мгновенно отправив их обратно на хрустальный корабль. Мерперсон был преисполнен восхищения силой Чутеня. Неудивительно, что этот человек сидит на троне городского лорда Чудо-города. Такие способности лорда очень шокировали людей. Чутянь сказал капитану Мерперсонов: «Я очень благодарен теплым развлечениям моих друзей, Мерперсонов. Эта поездка была очень веселой. Я прикажу самолетам Черного Грома сопроводить хрустальный корабль обратно, мы отправимся первыми». Водяной человек-дракон находился в царстве небесных владений. Хотя они временно поймали его в ловушку, он все еще был очень опасен. Не говоря уже о том, что 10 тысяч водяных королей-драконов все еще могли преследовать их, так что Чутянь не мог вернуться на хрустальном корабле. «Мы уходим». Они воспользовались своими транспортными свитками и мгновенно покинули хрустальный корабль. Все люди на корабле, кроме капитана, который знал о действии транспортного свитка, были ошеломлены. Они могли бы использовать небольшой свиток для телепортации, непосредственно возвращаясь из этой глубоководной области в город Западного моря. И что же они сделали? Это невероятно. Как вы, люди, можете понимать, что такое чудо-город? Я прожил столько лет и никогда не видел металлической птицы, которая могла бы летать по небу и наносить такие ужасающие атаки. Капитан Мерперсонов посмотрел в небо и не смог удержаться, чтобы не сказать взволнованным голосом: «Союз города Западного моря с чудо-городом — это действительно самое мудрое решение городского лорда Боша. Наше будущее поколение будет благословенно». Несколько самолетов Черного Грома следовали за кораблем «Кристалл», который медленно приближался к Кристальному заливу. Группа Чутеня вернулась в город Западного моря. Первостепенной задачей было передать этого человека Боша. Воюющее королевство 10 тысяч водяных драконов было сильной державой в Западном море, поэтому, если они будут готовы сражаться с городом Западного моря, это принесет огромное количество. Город Западного моря теперь был частью Лесного альянса, так что 10 тысяч водяных драконов, воюющих против города, ничем не отличались от действий против Чутеня. Не было никакого конфликта между архипелагом 10 тысяч водяных драконов и Лесным альянсом. Архипелаг Дракона и город Западного моря даже немного сотрудничали. Лесной союз имел такое большое влияние, что водяной король-дракон 10 тысяч не стал бы провоцировать Лесной союз без причины. Есть много вещей, которые невозможно определить. Архипелаг 10 тысяч водяных драконов был представителем, и за ними стояла либо одна, либо несколько держав, что придавало королю 10 тысяч водяных драконов уверенность в том, что он пойдет против города Западного моря. Боша вернулась с тяжелым выражением лица. Мэн Цинву немедленно вышла вперед, чтобы спросить: «Как дела?» Информация, полученная на этот раз, очень важна. Иначе, если бы архипелаг 10 тысяч водяных драконов замышлял заговор против нас, нас бы держали в неведении. Однако, человек, который был пойман, является одним из 3 доверенных старших генералов короля 10 тысяч водяных драконов Лукаса. Он очень предан Лукасу, и его рот плотно закрыт, мы не сможем получить от него никакой информации. Не можете получить никакой информации, Наньгун Юнь не могла сдержать свой гнев, поэтому она закатала рукава и сказала: «Дай мне попробовать». «Остановите ее».
Чутянь закатил глаза. Если бы твои маленькие навыки могли бы выбить информацию, то тогда городской лорд Боша уже добыла бы ее. Мы не могли напрасно поймать его, верно? Не волнуйся, нет такого рта, которого нельзя было бы открыть, мы просто недостаточно сделали. Чутянь сказал Мэн Цинву, стоявший рядом: «Юная госпожа, мне придется побеспокоить вас, чтобы вы позвонили диким горцам и попросили их прислать кого-нибудь на помощь». Мэн Цинву задумалась на несколько секунд, прежде чем взять сотовый телефон и набрать номер. Пару минут спустя несколько духов зверей в странных одеждах вышли из транспортной башни города Западного моря. Там были люди-змеи и люди-ящерицы, все в больших одеждах и со странными масками на лицах. На их пальцах, запястьях, шеях и телах были всевозможные костяные принадлежности, которые стучали при ходьбе и высвобождали некую энергию, способную затронуть чей-то дух. Мэн Цинву немедленно вышла вперед, чтобы поприветствовать их. На этот раз мне придется побеспокоить сэра-епископа Мода. Впереди этих духов зверей стоял обыкновенный старик. Он казался разновидностью расы змей и ящериц без единой чешуйки на теле. Его волосы и брови были совершенно белыми, и было ясно, что он слеп. Этот слепой человек не мог видеть, но он все еще мог остро чувствовать расположение Чутяня и Мэн Цинву. Он подошел, держа в руках длинный посох, и почтительно поклонился. Помочь двум городским лордам — это честь для Мода. Боша почувствовала странную ауру, исходящую от духа зверя. Это... Чутянь представил его вместо Мэн Цинву. Это епископ Мода из шаманской церкви Дикого Нагорья. Мы оставим вопрос допроса шаманам, и я думаю, что мы получим то, что хотим, меньше, чем за полдня. Шаманская церковь занимала важное положение в диких высокогорьях. Епископ Мода занимал должность лишь ниже лопнувшего когтя, будучи сам экспертом доменного слоя третьего неба. Хотя шаманская церковь развивалась в городе лопнувшего когтя, даже лопнувший коготь не имел права приказывать что-либо Мода. Теперь из-за одного единственного слова Мэн Цинву он вышел прямо из главной церкви шаманской религии. Было видно, как много было дано лицу чудо-города. Хотя чудо-город не имел никакой власти, он в лесном альянсе был публично и молчаливо признан занимающим важное положение. От леса до других районов чуда город стал контролировать все больше и больше городов. Если религия шаманов хотела получить больше последователей в будущем, почему бы им не попытаться наладить хорошие отношения с городом Боша? Никогда раньше не видела епископа Мода, но слышала о методах шаманской религии. Этот вид допроса больше всего подходил для шамана-колдуна. Шаманы не только использовали лекарства, чтобы ослабить ум человека, они также использовали колдовство, чтобы запутать мысли человека, позволяя им полностью контролировать свои мысли. Лесной альянс был полон свернувшихся драконов и притаившихся тигров. Мода уже был намного сильнее этого водяного генерала-дракона, и он был опытен во всех видах колдовства. Всего за короткий час они получили всю необходимую информацию. Этот старик спрашивал обо всем. Лесной альянс продолжал расширяться, поэтому он привлек внимание нескольких стран. Мода доложила ситуации всем, особенно в отношении технологий чудо-компании. Эти силы пускают слюни над ними, поэтому несколько держав тайно сформировали альянс, чтобы ограничить нас. Королевство воюющих драконов было всего лишь их авангардом. Это действительно было так, даже если бы воюющее королевство 10 тысяч водяных драконов было недовольно лесным альянсом, сравнивая разницу в силе, они в лучшем случае тайно держали бы клинок и не действовали бы так высокомерно и открыто. Следовательно, за этим делом должна была стоять какая-то причина. Только никто не думал, что против лесного альянса выступит так много сил. Городской лорд Боша была немного обеспокоена. За такой короткий промежуток времени почти 10 стран сыграли злую шутку, и я думаю, что влияние другой страны будет продолжать расти. Хотя лесной альянс отрезал одну сторону, будет трудно избежать этой блокады. Мэн Цинву спросила, каковы масштабы этих сил и кто здесь главный. О малых и больших королевствах не стоит беспокоиться, медленно ответил Мода, но они существуют на уровне воюющих королевств и империй. Добавим, что в воюющем королевстве 10 тысяч водяных драконов есть 3 разных воюющих королевства. Что касается империи, то есть только Большая Сухая Империя. Боша больше всего беспокоилась об этом, потому что воюющее королевство 10 тысяч водяных драконов на самом деле работало с Большой Сухой Империей. Большая Сухая Империя имела довольно большое влияние на западном континенте, пуская слюни по различным странам на западном морском побережье. Город Западного моря работал с 10-тысячным воинствующим королевством водяных драконов, чтобы противостоять жадности Большой Сухой Империи, но кто бы мог подумать, что как только город Западного моря войдет в лесной альянс, 10 тысяч водяных драконов перейдут в Большую Сухую Империю. Как только Большая Сухая Империя вступит в бой с лесным альянсом, это наверняка будет долгая битва. Это было потому, что Большая Сухая Империя отличалась от любого противника, с которым чудо-коммерция встречалась раньше. Лесные великаны казались сильными, но на самом деле они были малочисленны и имели много недостатков. Королевство Орлиных могил казалось сильным, но они были не более чем милитаристским бумажным тигром.
Большая сухая империя была другой. Это было гигантское существо с историей в 7800 лет, обладающее несравненной силой и глубоким прошлым, с обширной территорией, содержащей более 21 миллиарда граждан. Даже если бы альянс королевств, поддерживаемый Чутянем, суммировался, население нескольких больших и малых королевств не могло сравниться с Большой сухой империей. Не говоря уже о многих других аспектах. Но самое главное было в том, что Большая сухая империя была могущественным государством на западном континенте. Большая сухая империя имела огромное влияние на Западе, поэтому, если Большая сухая империя столкнется с лесным альянсом, страны западного морского побережья попытаются защитить себя. Они разорвут свои торговые сделки с городом Западного моря, что создаст большие потери для города. Значит, это Большая сухая империя, и в этом нет ничего странного. Чутянь неловко потер подбородок, прежде чем внезапно сказать Мэн Цинву, стоящий рядом с ним: остальные 8-9 стран, будь то 10 тысяч воюющих драконов или другие страны, все они используются Большой сухой империей. Враг, с которым нам действительно нужно столкнуться, — это империя. Мэн Ин выпучила глаза. Этого не может быть, мы действительно должны сражаться с империей. Как мы можем победить их, ведь их боевая мощь более чем в 10 раз превосходит нашу. На этот раз даже высокомерная Наньгун Юнь нахмурилась. Большая сухая империя была одной из сильнейших стран континента. Чутянь покачал головой и сказал: «О чем вы все беспокоитесь? Если бы Большая сухая империя была бы нашим соседом, мы бы уже были истреблены. Как мы могли бы развиться до нашей нынешней стадии? На самом деле расстояние между нами — это несколько лесов хаоса, поэтому нам нужно быть более бдительными». Было слишком поздно проявлять бдительность. Независимо от того, насколько сильны были армии Большой сухой империи, это было опасное путешествие для них. Не говоря уже о том, что города Лесного альянса были скрыты в глубоких лесах, горах и даже под землей, поэтому Большой сухой империи пришлось пройти через десятки тысяч километров глубокого леса, чтобы атаковать города один за другим. Даже для империи это было очень трудно сделать. Чутянь пока не стал возражать. А что думает юная мисс? Мэн Цинву подумала несколько секунд, прежде чем сказать: хотя Большая сухая империя не может напрямую угрожать нам, контролируя эти королевства, они могут создать нам довольно много проблем, поэтому мы не можем избежать этого. На этот раз мы должны встретиться с ними лицом к лицу. Большая сухая империя очень сильна, но на континенте нет ни одной империи. Они спешат уничтожить нас как можно быстрее, так что, возможно, есть другая империя или враг Большой сухой империи, который хочет сотрудничать с нами. Ты права. Чутянь засмеялся. Мы сделаем это. I will not yield. Bring it on!